Вот мой меч. В аниме Берсерк утяжелял свой меч за счет специальных грузов, он их вешал вот сюда вот. В общем, мне надо утяжелить мой меч для того, чтобы я мог в силовом варианте выполнять данный удар. И поэтому я тоже взял груз для меча. Я буду крепить их примерно где-то здесь, чтобы мне было тяжело это делать. Сейчас я буду их крепить на меч. Примерно вот таким вот образом. Вот так вот это все выглядит. Конечно, не очень эстетично, возможно, но прям меч вообще стал тяжеленный. Итак, у меня теперь здесь вот такая вот махина. Я добавил всего лишь 2,5 килограмма к весу меча. Но так как это физика, знаете. У меня из-за рычага это ощущается, ну, потяжелее, чем 2,5 килограмма. Пока я думаю, этого веса хватит. Сейчас я попробую сделать первый силовой подход с этим мечом. Фух, ребят, это реально трудно. Я допустил фатальную ошибку. Я не взял резинку для волос. Но, скажем так, этот вес, он не мой рабочий. Мне надо вес побольше. И я плохо закрепил блины, и они у меня ездят по мячу. Это немножко сбивает во время тренировочного процесса, да, скажем так. У меня сильно забилось правое плечо, правая рука, что неудивительно, левая меньше. Я вот думаю, как я это буду компенсировать, потому что как бы не хочется разные руки, да. Наверное, мне придется отдельно дорабатывать левую руку и делать удар с левой руки. Но это не единственное движение, которое я сегодня собираюсь сделать. Но пока хочу немножко утяжелить это упражнение. Я, наверное, пока не буду добавлять веса, а просто сдвину повыше блины, чтобы мне просто стало тяжелее. Блин! Ребят, мне просто его держать сложно. Я, наверное, немножко переборщил. Ну да, эстетика умерла у меча. Он теперь не такой классный. Ну, то есть это странно выглядит немножко. Но он стал реально очень тяжелым. Я даже не знаю, зачем мне дополнительный вес, если он будет таким тяжелым. Это реально тяжело. Это прям очень тяжело. Из-за того, что я так сильно переместил вес, теперь у меня больше начал уставать предплечье. В целом у меня напряглась вся рука. Бицепс, трицепс частично. Как бы смысл в том, чтобы ударить как можно сильнее. Но при этом, когда ты бьешь со всей силы, тебе нужно компенсировать инерцию удара. То есть я бью, и у меня меч просто вылетает, поэтому предплечье так сильно включается. Это реально жестко, я прям вспотел. Однако мне сейчас надо сделать левую руку. Конечно, если бы я был воином, вряд ли бы я тренил отдельно левую руку. Меня кусают комары. Ну что ж, сделаю левую руку, хоть немножко добью. Но я немножко переборщил с весом. В идеале где-то здесь мне крепить надо было вот эту штуку. Ну ладно, я уже перемещать не буду, потому что тяжело ее сдвинуть будет. У меня левая рука слабее, поэтому тяжелее ощущалось сейчас данное упражнение, чем в прошлый раз. По-другому немножко, как будто рука забилась. Фух, ну я реально устал. Это упражнение выматывает. Но мне, наверное, придется все-таки переделать. Немножко цели упражнения сбиваются, потому что мне надо, чтобы я не меч тормозил, а чтобы я наносил удар быстро. И при этом мог затормозить меч. Хотя, наверное, суть не сильно меняется. Сейчас я немножко отдохну.
Это очень выматывает. Видно, что тренил. Напампился, капец. Сейчас я буду отрабатывать удар сбоку. У меня немножко голос похрипывает, потому что я устал делать первое упражнение. В берсерке был такой удар. Ну и тут как бы тренируются не только руки, но и весь корпус. То есть я скручиваюсь в бок. Посмотрим, как сейчас получится у меня это сделать. Давайте начинать. Все, не могу меч держать. Я не знаю, сколько весит мой меч. Плюс-минус 20-15 килограмм, я думаю. Но, насколько я знаю, по-моему, меч Берсерка Dragon Slayer весит 200 килограмм. Я думаю, если вы хотите сделать себе большие руки, и при этом у вас нет гантелей, и вы можете просто взять палку на крайняк, если меча у вас нет. Естественно, у вас нет меча. Если есть, то это круто. Взять просто палку, привязать к ней камень, и считайте, вы можете тренироваться. Но сейчас меня ждет то же самое, но на левую руку. И есть небольшой минус в том, что в упражнении у меня участвуют две руки одновременно. То есть ведущая и второстепенная рука. И когда я начинаю делать упражнения для левой руки, у меня правая уже уставшая. То есть я все равно меньше могу сделать. Но ничего страшного. Дерусь я все равно правой. Погнали. В общем, я посмотрел, как я делаю. Немного мне не понравилась моя техника упражнения. Я думаю, это потому что тут слишком вес неудобный. Но я уже переставлять не буду, потому что если я начну переставлять, я, видимо, вообще не сделаю уже. Я реально устал. Сейчас буду делать на левую руку, постараюсь меньше халтурить. К сожалению, в любом случае у меня техника съезжает, потому что включаются другие мышцы, чтобы как-то я мог нанести удар. И уже темнеет, поэтому мне скоро придется отсюда уйти. Сейчас я иду наконец-то домой. Кто-то может подумать, зачем я замотал меч скотчем. Вот зачем вот это? Ну, все дело в том, что этот меч, у него прочность, ну, уже красненькая. Вот знаете, в Майнкрафте у инструментов прочность есть. Вот как бы у этого меча прочность, она красненькая уже. Потому что он сломался уже напополам один раз, и мне пришлось его замотать. Невероятно. Обычный скотч удерживает меч лучше, чем что-либо еще. Возможно, только изоленты сравнится. Поэтому скотч — это очень нужная вещь, когда ты дерешься в лесу мечами. Вот на такой я прекрасной опушке. Невероятный контент я снимаю на свой канал. Возможно, кто-то удивится тому, что я тут снимаю. Я не боюсь осуждения со стороны непонимающих. Короче, сейчас я буду идти с портфелем, с мечом. Мне, кстати, 20. Вот. Всем пока. Следующий фрагмент не относится к тренировке берсерка, но это фехтование на мечах, поэтому я вставил этот фрагмент в видео. Дерись. Чем? Кинжалом? Ага. Отстань! Ведьмак отобьет стрелу на лету. Можно попробовать. Ого, давай меч. Нет. Я такой не хочу. Я убьюсь, наверное, сейчас. Не удержать. Я тоже. Не надо. Ну давай. Щепки в лицо. Проиграл. Я уже не могу его держать. Я тоже устал ворачиваться. Поворачиваться, а я держать уже не могу. Ну ладно, отдыхай.
Сейчас вечер, поэтому здесь много людей. Но кто ко мне подойдет? Вот скажите. Да, я искал место, где можно будет спокойно позаниматься. И я нашел вроде бы такое место, потому что я просто нахожусь в поле. Но тут все равно гуляют. Сегодня я намерен сделать конкретное движение, а именно проработать удары поодиночно, по одной руке. То есть что-то вот такое. И кто-то может задаться вопросом, вообще зачем это? То есть чем ты занимаешься? Но я хочу сказать одну очень важную вещь. В наше время... В наше время многие теряют фокус, концентрацию на своей жизни. Что это значит? Это значит то, что люди все время крутят мысли в голове, они не сконцентрированы на процессе в данный момент, на своей жизни. Они живут в прошлом, либо в будущем, либо они скроллят TikTok, соцсети, и они никогда не находятся в настоящем моменте. И именно в этом суть моего занятия, которым я сейчас буду здесь заниматься, в том, чтобы сконцентрироваться на процессе, откинуть все лишние вещи в данный момент, все, что меня не интересует сейчас, все, что для меня не важно сейчас, и сделать это движение. Именно в этом заключается тренировка берсерка. Помимо этого мы развиваем физические качества. Да, я рассказываю так, как будто я какую-то школу по фехтованию рекламирую, однако это не так. Это просто мое хобби. Мне нравится махать мечами. 300 лет назад это была база. А сейчас уже нет. Но мне это нравится, поэтому я буду этим заниматься. Вот такие плюсы я нашел в этом, и это просто доставляет мне также удовольствие. После первой тренировки, хоть она была довольно давно, уже на следующий день я почувствовал действительно себя гораздо уверенней в владении мечом, конкретно в этом движении. Потому что я ударял тяжелым мечом, и какие-то мышцы плечевые, мышцы спины, мышцы рук, они прокачались, и я действительно стал владеть мечом куда лучше. То есть я на следующий день гораздо легче мог крутить вот эти все финты и так далее. В общем, конкретно в движении, что я делал, я стал сильнее. И это было довольно заметно. Поэтому я хочу сегодня проработать вот это вот движение на одну руку. Оно будет тяжелее, поэтому я не брал много веса с собой. Ну что ж, давайте немножко разомнемся. Мне очень нравится, какой сейчас вайб здесь. Тут такой туман. Мне очень нравится. Не знаю, какие слова подобрать даже. Но просто посмотрите на это, наверное, и все. И вы поймете, что я имею в виду. Я размялся. И, кроме того, вот этот меч, он не единственный в моей коллекции. У меня есть еще один меч, к сожалению, их только два. Потому что все остальные экземпляры сломались. Там женщины выгуливают собак, они смотрят на меня как на, наверное, на очень классного парня, который махает мечом посреди поля. Ну ладно. В общем, вот этот вот экземпляр, он, наверное, далеко не идеальный. Почему? Потому что он слишком широкий и слишком громоздкий. На самом деле я люблю, когда меч более мобильный, потому что я легче могу делать с ним всякие махинации. Конкретно в этом мече есть собрано несколько недостатков. Первое — это то, что здесь слишком широкая гарда, если я не ошибаюсь, это называется так. То есть вот эта вот часть. И во время кручения она ударяется в руку, если брать меч у самой гарды. А я люблю брать так. И также эта ширина дает ему лишний вес. Поэтому это такой варварский меч, который не очень
похож на что-то эстетичное, но им можно крушить черепа, я думаю, даже деревянным спокойно, потому что вы на это посмотрите. Кстати, так раньше я не мог бить, только после первой тренировки у меня это получилось. И да, этот меч у меня уже один раз треснул, и эта часть полностью была отсоединена от меча, она улетела. Я присоединил ее обратно, поэтому этот меч в скотче. Ну и, короче, это далеко не самый крутой меч. И именно поэтому я взял его на тренировку. Потому что если я смогу управиться с этой махиной, которой неудобно управлять, то с более удобным мечом я смогу справиться. А если в руки мне попадет меч, который еще хуже этого, то я буду условно готов с ним совладать. Я так описываю, как будто мне действительно придется сражаться с кем-то. Тем не менее, мне бы очень хотелось поучаствовать в каких-нибудь, что ли, турнирах, связанных с историческим фехтованием. Для меня это безумно интересно. Но сегодня у нас тренировка берсерка, потому что техника ведения боя у берсерка довольно суровая и жесткая. Он не любит никаких сложных махинаций с мечом, потому что у него тяжелое орудие. Именно в этом его преимущество. Он любит просто крошить врагов. Он пробивает блоки тяжелыми ударами. И мне нравится такая техника ведения боя, потому что именно на это я бы ставил, ведя бой с таким мечом. Он неповоротливый, но мало какой блок сможет отбить вот такой вот удар тяжелым мечом. Как минимум, помимо занятий с мячом, у меня есть занятия в зале, которые также требуют восстановления. Я буду работать в силовом варианте, то есть это минимум повторений, но в отказ. Я прикреплю дополнительный вес к мячу, как я делал это в прошлый раз, и буду работать в отказ, но по одной руке. Оу, я как будто играю в Майнкрафт, ребята. К черту тебя. За мной невероятный закат. Смотрите, как красиво. На фоне этого я сейчас буду тренироваться. Я вес прикрепил. Вот так это выглядит. Тут всего лишь 2,5 килограмма дополнительных. Но когда ты держишь меч вот так, это очень ощутимо. Так, давайте я попробую сделать упражнение. Фух, божечки. В общем, я сделал первый подход. Я посмотрел, у меня смазанная техника, то есть я не делаю идеально чисто. Это получается тренировка берсерка с читингом, но этот вес, который я прикрепил, он довольно сильно нагружает руку, поэтому я не могу с ним делать чисто. Тем не менее, это эффективно, поэтому я думаю, что это не столь критично. Я делаю по 20 повторений на одну руку примерно. Я делаю по 3 подхода на каждую руку. И так как я делаю это в силовой манере, для этого нужна достаточно сильная выносливость. Сейчас я сделал не совсем обычный подход, я решил добавить ему немножко динамики побольше и сделал наклонные движения рукой, потому что я попытался имитировать удары мечом в реальном бою, то есть они не всегда наносятся с ровным мечом, они могут быть под наклоном. Сейчас я буду уже снимать вес с меча и, наверное, покручу немножко меч без веса, чтобы просто немного размяться в конце тренировки этой.
Фух. Я на самом деле не очень хорош в этих всех винтах. Привет. А что ты делаешь? Занимаюсь. Я тебя уже оттуда увидел, смотрю, человек ведет себя. Ты не обидишься, неадекватно. Занимаюсь с мячом. Как бы это помягче сказать. А зачем? Мне нравится хобби такое. Вам не нравится, что я занимаюсь? Не-не-не, мне это ты по мне занимайся, хоть, извиняюсь, хоть чем. Так а что вот тебе это дает? Ну, то же самое, что занятия в спортзале, просто какое-то времяпрепровождение, где ты отдыхаешь и разминаешь мышцы. Ну, это да. Если я здоровее, так я тебе башку все равно срублю. Не обязательно, потому что люди, которые условно этим занимаются, они владеют определенными движениями и техникой, и их очень сложно будет переиграть, просто махая мячом, потому что здесь важна не только сила, но также ловкость, маневренность. Да, я не спорю. Как бы тебе помягче сказать. Вот смысл. А вы считаете, во всем должен быть очевидный смысл? Ну смотри, вот. Ладно, я вас понял. Ладно, все. Да, дальше Давай. буду заниматься, очень Тебе приятно. удачи. И вам обязательно. Что хотел сказать? В общем, уже стемнело, и меня уже покусали комары, и я отсюда ухожу. Все, сворачиваюсь. О, это очень жестко. Сейчас я туда и поеду, вот тут прям поеду, сейчас туда. В общем, вот такая тренировка у меня получилась. Мне кажется, это довольно интересная тема. Если вам понравился этот ролик, я бы с радостью сделал серию роликов на эту тему. Возможно, как бы более подробно раскрыл. В общем, если вам нравится, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по поводу этого видео. Потому что даже было приятно его монтировать. По ссылке в описании есть ссылка на мой телеграм-канал. Там вы можете со мной взаимодействовать. Также там я выкладываю периодически какие-то посты из своей жизни. В общем, с вами был я, Влад. Всем удачи, всем пока.